Привет всем. Девочки, я очень долго набирала сил для того, чтобы рассказать это все. Я вчера узнала такое, что у меня мой муж по нации русский. Он имеет родителей и папу, и маму русские. У него есть сестра, тоже русская. Они, родители ихние, с Краснодара. Но они родились в Донецке. Записаны русские, но всю жизнь прожили в Донецке. Таким образом, мы с Сашей оказались здесь, а его сестра осталась в Донецке. Сын ее жил в Мариуполе. И вот 22 февраля они решили поехать к сыну в Мариуполь, потому что там не стреляли, а стреляли больше в Донецке. Вчера они с Божьей помощью выбрались с Мариуполя. Девочки, то, что она мне рассказала, только она не рассказывала. Она кричала, глотала слезы с соплями и через крик рассказывала то, что там происходило. То, что в театре, это действительно взяли в заложники людей эти нацики, она их так называет, нацики. А до этого, перед тем, как уезжать еще в Мариуполь, она говорила, нам чуть ли не слава Украине. Она была уже за Украину, елки 20, потому что надоело, что стреляли в Донецк, и она все, сил уже не хватало, что это все нацики, что это все русские делают. И она все время пыталась уже навязать нам слава Украине. И вот 22 февраля, когда она выехала в Мариуполь, и когда там через день началась война, вот вчера они только выехали оттуда, связи, естественно, не было. Она сказала, роддом, первый этаж был полностью оккупирован нациками. Рынок, на котором были, полностью оккупировались нацики. Театр тоже был оккупирован нациками. Первые этажи всех многоэтажек были оккупированы нациками. Людей выгоняли на улицу, просто выгнали на улицу и оккупировали первые все этажи. Мы, говорит, 300 человек нас было в подвале. 10 дней, еще 2 дня, говорит, как-то, 12 дней они там просидели, но 10 дней были они без воды. На 2 дня еще хватало пищи, туда-сюда как-то экономили. Потом они остались без воды, без пищи. Родился там ребенок. Женщина, которая должна была кормить сиськой, сама ничего в рот не брала. Каждый по кусочку, по щепоточке ей давал, чтобы она могла грудью кормить ребенка. Ни света, ни воды, холодина, 10 градусов мороза. Говорит, как кто бы мог подумать, что в марте и так сильно холодно будет. 10 градусов мороза. Ни отопления, нигде ничего, мы в подвале, чтобы что-то нагреть какой-то несчастной воды, которую пить нельзя было. Мы, говорит, выходили на улицу с подвала, вылазили, когда маленькое затишье было. Невозможно было вылезти. Мы откидывали руки, ноги. Для того, чтобы добраться, взять какой-то там костер какой-то сделать, чтобы нагреть немножко воды или какой-то суп несчастный сварить, если у кого-то что-то было. Кишки вывернутые, головы, руки, все это валялось. Людей брали просто-напросто, живых людей, живое население, выставляли за место счета. И вот она мне все время это все, когда она кричала, плакала, кричала, все это рассказывала, и говорит, эти ебаные нацики. А я ей говорю, Лариса, кого ты имеешь в виду нациками? Она говорит, Лена, Украина, это все делал Азов. И их там, как блох у собаки, говорит, столько, что, говорит, такое впечатление, что со всей Украины они туда это самое. Но у них сейчас уже очень мало оружия стало. Они с горем пополам выбрались, потому что им Россия говорила, что можно выходить, в микрофон орали с самолетов, хер его знает, что орали, говорили, выходите, мы вам даем зеленый коридор, а нацики их стреляли. Кто вылазил, их в упор стреляли. Ребенка 9 или 6 лет,
и женщину, которая уже все, у нее головой она поехала, вышла и говорит, мне все равно, или там умирать, или, может быть, здесь прорвуся. Расстреляли. И говорит, когда в конце концов бомбили, и мы смогли выкарабкаться оттуда, они 25 километров пробрались от Мариуполя до той точки, где они сейчас находятся. Там очень много людей. Те, которые еще пытались после них выходить, грязные, холодные, голодные, кричали, дайте кусочек хлеба. Говорит, смотреть в глаза детям, которые просят хлеб в 21 веке, это просто невозможно. У меня такое впечатление было, что она просто ехала головой. Когда она рассказывала это все, я ее просила, Лариса, успокойся, не кричи, я тебя слышу. Она орала, плакала и говорит, ты не понимаешь. Но я не могла в тот момент ей сказать, а ты же чуть ли не кричала «Слава Украине». Так что знайте, девочки, все это правда. А там полностью был Азов. Азов оккупировал, Азов не давал выходить, Азов полностью их бомбил, сам Азов их бомбил. Такое там творили, что я даже не хочу это по телефону это говорить, потому что еще, не дай бог, заблокируют. Но ужас, который они прошли, она говорит, смотрела миллион фильмов про Великую Отечественную, такого в Великую Отечественную не делали. И не видно было по фильмам то, что мы видели своими глазами. Я больше как на 20 лет постарела. На мне шкура висит, на мне все висит, на мне, на моем сыне, на моем муже, на моих внуках. Это просто какой-то был кошмар. Я еле это все дослушала. Со вчерашнего вечера я не могла набраться силы, чтобы это все рассказать. Но вот сейчас я вам рассказываю это все. У самой у меня просто в голове это не вкладывается. Вообразить это, представить это просто невозможно. Она мне кричала и говорила, ты не представляешь, это надо только увидеть для того, чтобы это понять. Никто это не поймет, пока сам это не увидит. Не дай бог, конечно, из нас никому это увидеть. Дай бог, чтобы скорее был мир, и она уже тогда кричала, где этот Путин, скорее бы, когда он их, этих сук, подавит как блох.